Hanuşyar komasin yerkere müsen Yerkeri sevmiyasin çampit mispasen Hanuşyar komasin yerkere müsen Горы с одной стороны и вечное раскаленное солнце с другой. А значит, мы находимся в Армении. Уникальная страна, которая переводится из своего названия как «люди солнца». Ар – это солнце или свет, а мен – это, соответственно, люди. Название очень оправдывает себя. Люди здесь очень доброжелательные, веселые, гостеприимные, зачастую очень даже улыбчивые. Здесь не так дорого, и здесь море удовольствия, настоящих развлечений, вина, коньяка, лаваша и многих других вещей. Это уникальная страна и уникальный народ, который пережил за свою историю грандиозное количество вещей. Великое царство, разделение между римлянами, греками, персами и многими другими. Страшный геноцид, который коснулся этого народа, и, конечно же, определение независимой республики. Какие сюрпризы принесет нам эта страна? Узнаем в этом выпуске. Армения – одна из древнейших стран мира. История армянского народа насчитывает более 3000 лет, сопровождаясь то огромными и сильными армянскими империями, то тяжелыми потерями для страны и нации. Важным периодом становления и обретения могущества для армян стало государство Урарту, которое занимало современную территорию Армении, часть Турции и Ирана. Столица этого царства находилась рядом с озером Ван и, по словам источников, служила политическим центром того времени. Именно в этом царстве заметно выделялась культура и выдающиеся архитектурные навыки армян. Так, например, один из царей Урарту, Аргишти I, основал величественную крепость Теребуни, которая и заложила основу для современного Еревана. После упадка Урарту армяне не теряют своей мощи и создают Великое Армянское царство. Династия Аршакидов и известный царь Тигран Великий расширяют свою империю вплоть до Средиземного моря и начинают контролировать весь Ближний Восток. Помимо культурных, архитектурных, военных достижений, Армения стала первой страной в мире, принявшей христианство в качестве государственной религии. Однако в большинстве своем мусульманские страны не стали бы терпеть единственных христиан под боком. Поэтому за все время существования Армения подвергалась то турецким, то персидским набегам и разрушениям, а также страшнейшему геноциду в истории. Только к 1991 году, после еще 70-летнего коммунистического существования, Армении, наконец, удалось обрести независимость. Правда, не без экономических и страшных территориальных проблем. Что, дамы и господа, самое сердце Еревана, площадь республики. Здесь, конечно, атмосфера потрясающая. Недалеко находятся те самые поющие фонтаны. Но и здесь тоже культурная жизнь не замолкает ни на секунду, потому что национальная самая большая галерея. Солнце светит очень жарко, так же сильно, как дует периодически дикий просто ветер. Вот. Но нам здесь очень нравится, здесь на самом деле очень здорово, здесь намного лучше, чем можно услышать в каких-то рассказах людей. Ереван лишь 12-я по счету столица Армении, и статус главного города он приобрел только в начале 20 века. Несмотря на это, сам город довольно древний и был основан в 782 году до нашей эры, с момента заложения крепости Эребуни. Некоторые считают, что Ереван был первым городом, который увидел Ной, выйдя из своего ковчега. Правда это или нет, теперь сказать очень трудно. Зато центром развития медной промышленности в прошлом столетии он был однозначно, что и привело к его бурному развитию и переселению сюда значительного числа обитателей деревни. Мы, конечно же, сразу идем к центру города, где нас встречает площадь республики, фонтаны, правительственные здания и национальный музей. Транспорт в городе тоже довольно удобный. Есть метро, автобусы, ну и поездки на такси, кстати, не будут стоить вам целого состояния. Ну что ж, дорогие друзья, позади меня потрясающая библиотека. Здесь находится огромная кладезь манускриптов, причем не только на армянском языке, но и на других иностранных. Это место расположено недалеко от самого центра Еревана. И тут представлена просто кладезь для желающих увидеть реальные артефакты. 4 этажа, бесчисленные библиотеки, многие из которых скрыты от глаз посетителей. Все это впечатляет и представляет огромную историческую ценность. Только представьте, почти 20 тысяч единиц материалов, среди которых старопечатные книги, рукописи из драгоценных металлов, отдельные миниатюры и гравюры, старые удостоверения личности, 300 тысяч рукописей и документов, которые принадлежат персидским
персидским шахам, османским султанам, русским царям и даже Наполеону Бонапарту. Хранятся здесь и заверенные армянскими католикосами послания, а также редкие армянские издания, пропечатанные в самых разных концах света. Одна из экспозиций рассказывает о средневековой армянской науке, литературе, философии, искусстве, развитии письменности. Записи на арабском или фарсе, оставленные от захватчиков страны в средние века, делятся важными открытиями в медицине и астрономии. Нам, например, удалось найти рецепты армянских царских бальзамов и травяных чаев, необходимые ингредиенты к которым собираются в Армянском Нагорье. Иврит, грузинский, армянский, русский, арабский, фарси. Казалось бы, сохранились все следы гостей и захватчиков со всеми возможными тайнами, завесы которых хранят эти заметки. Картографии и старым планам мира посвящен целый этаж. Здесь средневековые географические карты, скопированы из армянских, латинских, греческих, арабских и других рукописей. Так, например, благодаря ним мы узнаем, что Иерусалим для древних людей считался центром мира, тогда как Европа – его задворками. Африка была намного зеленее, чем сейчас, а часть земли и вовсе не существовала. После доброй пары часов, проведенных за внимательным изучением всех деталей, мы поднимаемся на вершину Еревана в одно совсем невеселое место, которое наполняет сердце народа особой памятью. Ну что ж, дорогие друзья, а мы прибыли в очень значимое, очень важное, но, скажем так, не такое известное в историческом плане место, посвященное не очень известному и напрасно забытому событию нашей истории – армянскому геноциду начала 20 века. О нем мало кто слышал. Это не так популярно, как знать о Холокосте, и совсем не так популярно, как говорить о секторе Газа. Ведь это геноцид армян, многие зачинщики которого так и просто, так непрекаянно успели и смогли избежать наказания. История первого жесточайшего геноцида современности разворачивается в Османской империи. Сложно сказать, что именно стало конкретным рычагом запуска механизма уничтожения. Желание ли сделать всех немусульман своей империи людьми второго сорта, которые должны выплачивать лишние налоги или принять ислам, подъем ли национализма или приход ли к власти режима младотурков, которые на фоне проигрыша Османской империи в Первой мировой желают очистить свое государство от потенциальных врагов. В любом случае, в 1915 году османский режим начинает использовать против армян массовые расстрелы, казни через повешение и сожжение живьем. Во многих случаях армян из деревень и городов выгоняли и проводили через горы или пустыни, где они попросту становились жертвами убийств или истощения. Младотурки крали армянских девушек и насильственно обращали их в свою веру, расстреливали колонны с беженцами, которые пытались уйти из восточной части османских земель и спастись в Армении, известной нам сегодня. В результате этой катастрофы около 1,5 миллиона армян было уничтожено, а все армянское наследие Восточной Анатолии, то есть вся Западная Армения с ее храмами, была просто стерта с лица земли. Помимо армян, от рук турков пострадали и греки, болгары, езиды и ассирийцы, но никто ни в самой Турции, ни в мировом сообществе не призвали виновных к ответу, и большинству исполнителей и заказчиков удалось избежать суда и наказания. Но на самом деле это место, эта история очень напоминает, кто был и кто вообще исследовал эту тему, очень напоминает Яд Вашем в Иерусалиме, тоже огромный мемориальный комплекс, посвященный Холокосту, тому, как вся вот эта вот нечисть зарождалась, как она распространялась по всей Европе, по всем странам мира. Если честно, исход точно такой же, как в случае с армянами, которым никто сильно не торопился помогать. В случае с евреями вообще никто, в принципе, даже не изъявлял даже письменного какого-то желания помочь, да, просто не пускали даже беженцев ни в одну из своих стран. И на выходе, так же, как и в Яд Вашеме, здесь находится вот такой мемориал на горе, с которого открывается вид вообще на всю страну, на весь, самое главное, Ереван, на всю столицу. Вот. И на самом деле это место определенно стоит посещения, чтобы хоть о чем-то задуматься, чтобы сравнить это с другими геноцидами, которые были совершены с Холокостом, с Сребреницей, с геноцидом в Камбодже, с геноцидом в Руанде, с геноцидом, между прочим, не только армян, но и греков, и езидов, и ассирийцев, которые также были турками проведены. И самое обидное и ужасное в этой ситуации, что турки до сих пор не понесли должного наказания за это, потому что все они сбежали, потому что новая власть вообще не заинтересована в том, чтобы даже признать то, что случилось в 2015 году, и до этого геноцидом,
Поэтому, друзья мои, стоит задуматься, стоит подумать об этом еще раз, почитать об этом, узнать об этом, чтобы сделать нужные выводы. Желая немного развеяться после мрачных картин мемориала, мы отправляемся к жемчужине Еревана и вообще всей Армении, коньячному заводу. Ни для кого не секрет, что армянский коньяк – один из самых качественных и популярных в мире. Производство его было основано в 1887 году в Ереване и проходило по классической французской технологии. Однако вскоре из-за трудностей с перевозкой продукции владелец завода продал его российскому торгово-промышленному товариществу «Шустов и сыновья». Эта коньячная компания оставалась одной из крупнейших в Ереване, пока после революции предприятие не было национализировано правительством республики. Но сути это не изменило. Теперь предприятие было государственным и стало называться «Арарат», который известен нам под этой маркой и по сей день. В середине прошлого века производство достигло таких высот, что пришлось построить дополнительное здание для завода. Ну что ж, дорогие друзья, как же мы могли приехать в Армению и не попробовать, как говорится, национальное чудо? Местный коньяк. Это все равно, что не попробовать здесь лаваш. Здесь сзади меня как раз находится тот самый коньячный завод «Арарат», современный, уже частный, который уводит экскурсии, дегустации. Ну, а сзади меня, вот с этой стороны, находится коньячный завод, который с советских времен функционирует, который был вообще государственным. Это Ной. То есть и там проводит алкогольную продукцию. Ну и где-то недалеко здесь также есть и пивной, собственно говоря, завод. Вот, поэтому главное пейте и ни о чем не жалейте. Вот, все-таки, если вы находитесь здесь, в солнечной Армении, это нужно обязательно сделать, нужно попробовать. Вот, ну и мы, в свою очередь, тоже идем это дегустировать. Конечно, коньяк далеко не единственная жемчужина Армении для гурманов-ценителей. Армянская кухня – одна из самых сочнейших и вкуснейших во всем постсоветском пространстве. Чего стоит только хаш-хаш, известный во всем мире армянский лаваш или особое умение жарить шашлыки. Именно поэтому здесь категорически не прижился Макдональдс. Своих изысков более чем хватает. Уже очень приятные новости. Если честно, мы едем сюда, если что, после поездки нашей в Лондон, после Израиля. И первое, что хочется отметить, я забыла, что картошка, борщ, шашлык, лаваш мой любимый, может стоить так бюджетно, в отличие от вот этой зажратой Европы, от особенно северной, от зажратых стран Ближнего Востока и всего прочего, по доступным ценам нормальная, абсолютно вкусная, суперская кухня. Насладившись недорогими, но вкуснейшими блюдами армянской кухни, отправляемся в гостиницу, ведь завтра нас ждет увлекательное путешествие по природным и историческим местам этой страны. Сейчас мы едем, наверное, одно из самых известных мест. Это место очень старинное, очень красивое, очень пасторальное. И нам об этом месте расскажет как раз местный гид. Вот, и мы узнаем вообще, в каком веке была построена та самая церковь, что от нее осталось, где находятся эти руины, насколько они далеко от Еревана. От Еревана недолго ехать, в принципе, расстояния здесь не такие большие. Вот, и надеюсь, что мы преодолеем и узнаем очень много интересного. Несмотря на то, что большинство туристов считают именно Ереван достойным городом для посещения, наша поездка абсолютно точно убедила меня. Самый сок разбросан по далеким, высоким и не всегда очевидным местам этой небольшой, но такой душевной страны. И вот, буквально 40 минут на машине от столицы, через спальные кварталы, и мы уже около старинных колонн в греко-римском стиле, в честь которых, кстати говоря, назван аэропорт Армении. Вокруг поля и маленькие домики, а внутри руины интереснейшего храма. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и здесь. Это памятник, это первый христианский храм 7 века. Да, он был расстроен, он был просто в пух и в прах разнесен после землетрясения X века. Да, он был восстановлен только в 20 веке, в его начале. Но это то, что осталось от него. Это Звартноц, это, скажем так, колыбель христианства. И это часть наследия ЮНЕСКО. Вот такие вот колонны. На самом деле большую часть не поставили оригинала, потому что иначе памятник не станет наследием ЮНЕСКО. Все это было просто разнесено по разным частям, но теперь стоит здесь. Вот так вот. Звартноц, или как принято его называть, храм бдящих ангелов,
был построен при Католикосе Нерсесе III строителе в середине VII века нашей эры. Когда это место освящалось, на церемонии присутствовал сам византийский император, который пожелал возвести такое же сооружение в Константинополе. И это место, Вагаршапат, стало духовным центром Армении на весь период существования этого сооружения. Однако то, что предстает перед глазами всех приезжающих сюда сейчас, это лишь первый ярус этого здания. Всего их было 3. А сам храм достигал 49 метров в высоту. Конструкция состояла из поставленных друг на друга цилиндров, увенчанных конусом наподобие пирамиды. Крест, вписанный в круг, являлся основой внутреннего пространства храма. В былые времена здесь была вся необходимая атрибутика для проведения молитвы, и даже сохранились не только алтари, но и языческий жертвенник, на месте которого и был построен этот храм. Там старая отличается. Вот тут такие места, тут несколько таких было, куда наливали и давили масло. То есть где-то его давили, и по таким трубочкам масло уже шло и наливалось туда. Однако уже в X веке здесь происходит сильнейшее землетрясение, в ходе которого верхние ярусы обваливаются. Фактически, вплоть до конца XIX века это некогда важнейшее в религиозном смысле место и настоящий духовный центр жизни армян оставался абсолютно безлюдным и закопанным под руинами и песками, пока в 1901 году армянский архитектор Торос Тараманян не начал восстановительные работы. Сейчас мы видим воссозданный по кускам первый ярус, а остатки, которые не подошли при реконструкции, но были найдены при раскопках, выставлены в соседнем археологическом музее. На мой вопрос о том, почему же столь значимое место было действительно оставлено всеми на 10 веков, гиды и историки отвечают, что дело в набегах турков и персов и разорении армянского царства. А что думаете об истинных причинах вы? Пишите в комментариях. Пока вы думаете, мы уже подъезжаем в не менее фантастическое место. Говорят, именно здесь находятся оригиналы многих христианских реликвий, секретные тексты и многое другое. Снимать можно не везде, но мы, конечно, покажем все самое интересное и откроем многочисленные тайны. Ну что ж, дорогие друзья, а мы, конечно же, не могли ограничиться одним местом наследия ЮНЕСКО. Перед вами вот такой вот комплекс огромный. Здесь и первая типография Армении, здесь и вот такой величественный храм и монашеские кельи. Мы идем смотреть на него. Эчмиадзинский собор – одно из важнейших строений армянской апостольской церкви. И историки, и археологи в один голос утверждают, что это первый построенный в Армении собор. А значит, он делит свой пьедестал с Римом, Салониками и Сирией, где находятся старейшие церкви в мире. Возвести это сооружение, которое к нашему приезду находилось на реконструкции, приказывает святой Григорий Просветитель в IV веке, сразу после того, как Армения приняла христианство в качестве официальной религии. Интересно, что возведена она на руинах языческого храма, что символизировало переход всей страны в христианство. Помимо собора, здесь в XIX веке пристроили специальные места для размещения реликвий, которые поступили на хранение армянской церкви. Среди самых интересных из них это кусочек Ноева ковчега, коленная чашечка Иоанна Крестителя, частица древа креста, на котором был распят Иисус, фрагмент тернового венца и, наконец, копье, которым был проткнут Христос. Говорят, дошло оно в Армению через апостола Фадея, который захватил оригинал копья с собой. Несмотря на 1500 лет попыток ограблений, реставраций, пережитого геноцида армян от Османской империи и террора со стороны Советов, которые пытались также использовать собор для собственных нужд, он выстоял и вошел в список наследия ЮНЕСКО. Здесь просто кладезь не только наследия ЮНЕСКО, но и, в принципе, любого христианского наследия. Между прочим, это место, мало кто знает, что оно занимает 2-е место в мире по количеству и концентрации христианских ценностей. То есть здесь находится и маленький такой кусочек, дощечка ковчега Ноева, да, который по легенде, вообще по всем описаниям, собственно говоря, библейским, находился именно на горе Арарат, которая всегда была армянской, но с недавних пор, с 20 века, стала турецкой, благодаря Владимиру Ильичу Ленину. Также там находится, дай бог, чтобы оригинал того самого копья, которым проверяли, жив или не жив Бог христианский, да, наш Иисус Христос. Вот, потому что те копии, которые находились, например, в Риме, в Польше и в других государствах, оказались репликами 5, 7, 13 века. Да, то есть это все реплики армянской пока не проверили, но, скорее всего, именно оно, судя по всем описаниям, является оригинальным. И вот такой вот здесь вот сад, такой вот здесь комплекс. В общем,
фантастика. Жаль, что посмотреть храм внутри нам не удается. Говорят, что реставрационные работы идут в нем уже не первый месяц. Зато мы отправляемся к еще одной религиозной и природной жемчужине Армении. Она находится довольно далеко, фактически у самых границ Армении с соседними странами. И это место – монастырь Хор-Вирап. Само название монастыря переводится как «глубокая яма». И не просто так. Помимо монастыря, здесь находится и место заточения крестителя Армении, святого Григория Просветителя. Пока царь Тердат не решился на принятие христианства в качестве государственной религии, старцу, согласно легенде, приходилось сидеть в яме целых 13 лет. Но не просто сидеть, ведь в яме находились ядовитые змеи и скорпионы, которые пожирали тела заключенных. Так это или нет, сказать сейчас не сможет никто. Как и далеко не все смогут испытать свою клаустрофобию и забраться в это тюремное подземелье, ведь глубина его составляет от 3 до 6 метров. Вылезает жук. В VII веке католикос Нерсес построил над тюремным подземельем часовню из белого известняка. По форме она напоминала разрушенный землетрясением храм Звартнац, но впоследствии была уничтожена. Вместо нее уже в XVII веке была возведена существующая по сей день церковь со звонницей. Несмотря на свое религиозное значение, это место, разумеется, подвергалось многочисленным нападениям со стороны турков, персов, а в советское время пережило все ужасы борьбы с религией и было использовано Красной партией для своих нужд. Только после смерти Сталина появилось разрешение на реконструкцию церкви. Ну что ж, дорогие друзья, вот идет уже которые полчаса нашего подъема. Мы поднимаемся, это Хор-Вирап, это граница с Турцией. Отсюда видна гора, и здесь находится с потрясающими просто видами храм. Прямо с холма открывается вид на турецкую границу. В древности именно на этой территории располагалась одна из столиц Армении – город Арташат. Однако Ленин, увы, распорядился подарить часть армянских территорий Турции в обмен на признание Советского Союза. Сейчас мы находимся здесь, на вот такой смотровой площадке, самой высокой точке. И вид у нас открывается на первый христианский храм, в котором в заточении сидел тот самый человек, который распространил христианство здесь. И виды очень пасторальные, потому что с одной стороны у нас Арарат, принадлежащий уже Турции с некоторых пор. С другой стороны у нас огромные плеяды гор соседствующих стран. Ну и, конечно же, плантации, конечно же, зелень, конечно же, вот эти бесконечные поля. Вся Армения – это, конечно, про природу, контрастность которой иногда просто поражает. Мы останавливаемся у арки в честь известного армянского поэта. Именно здесь находится одна из лучших смотровых площадок, с которой открывается вид на священную для армян гору Арарат. Через серпантин и фантастический вид мы отправляемся в еще одно удивительное для религиозной традиции место. Подъезжая к нему, можно заметить множество крестов, которые воткнуты в скалы. Но самое удивительное будет еще впереди, ведь многие монастыри, находящиеся здесь, также были высечены в горах. Именно это место хранило копье Иисуса Христа, пока позже оно не было передано в Эчмиадзин, когда этот город стал столицей Армении. Ну что ж, дорогие друзья, сзади меня природный водопад, источник, с которого можно пить воду. Позади меня огромный горный массив, но это не просто горный массив, это целый символ, потому как здесь построен монастырь Гокхар, и именно в этом монастыре хранили изначально то самое копье, которое было перевезено сюда из Иерусалима, символ христианства. Здесь собрано все, как бы и элементы греческой культуры, эллинистической по постройкам, и символы, скажем так, Персии, арабского халифата и многого другого. Все это собралось здесь. Здесь представлены все национальные армянские символы, и лев, и голубь, и многое-многое другое. И это уникальная кладезь, опять же таки, как и многие места Армении, наследие ЮНЕСКО. Несмотря на то, что армяне исповедуют христианство, армянская церковь по многим параметрам отличается от греческой, к которой относится грузинская или русская православная церковь. Во-первых, дело все в восприятии самого Бога. Если греческая церковь говорит о его и человеческом, и божественном начале, то армянская все же придерживается мнения о его моноприроде. Отличаются по церемонии проведения многие таинства, такие как крещение человека. Также армяне пользуются собственным календарем и отмечают Рождество 6 января, тогда как православные – на день позже.
Армяне используют собственную литургию, тогда как православная церковь греческого образца придерживается византийской. И хотя все перечисленное не должно отвлекать от сути, в главном христианском храме в Иерусалиме зачастую происходят настоящие драки за каждый квадратный метр между греческой православной и армянской церковью. Отличительные черты архитектуры армянских храмов прослеживаются и здесь. Огромное количество крестов, выбитых на камнях. Это, если можно сказать, фишка или символ армянской церкви. Они называются хачкарами, что в переводе означает «крест на камне». История их возникновения уходит корнями в 301 год, когда в стране было принято христианство. Прежние языческие памятники начинают разрушать, а на их месте возводить хачкары. Сначала деревянные, а потом, чтобы они не портились, уже каменные. Вылезли из пещер. Посмотрите, просто на эти выбитые кресты здесь. Это на самом деле то, что придумали, кстати говоря, армяне. Это камни, кресты. И у них, обратите внимание, свои кресты, которые можно, не отдвигая, не убирая руку, сделать, напечатать. Это символ жизни, продолжительности жизни. Подобные неповторимые изваяния можно встретить практически во всех местах неравной схватки язычества с христианством. К примеру, около Эчмиадзинского кафедрального собора, где мы уже были, или в районе монастыря озера Сиван, куда мы отправимся позже. Но и здесь они выдолблены вблизи монашеских келей. Большинство из крестов на камнях, найденных в этом монастыре, были созданы в XI-XIII веках, а надписи на них показывают, насколько велико было значение этого комплекса в то время. Но удивительно не столько это, сколько красноватый оттенок, который они получили. Как нам сказал гид, благодаря красной краске от определенного вида червей, которая держится уже 800 лет. Именно поэтому в торговле такая краска ценилась выше золота, и ее так часто отправляли на экспорт. Мы называем это вортакармир. То есть она реально из червяков делается? Да. Вортакармир делается как красный червь. Ужас. Помимо крестов на камнях, комплекс пронизан старинными фресками, которые сохранились спустя несколько веков, а также надписями на армянском языке, которые часто содержат цитаты из Библии или молитвы. Особым символизмом обладают изображения животных на стенах монастыря. Так, например, фигура льва, изображенная на воротах монастыря, знаменует храбрость и царственность, а также ассоциируется с царем Давидом, предком Христа в Библии, который изображался как лев. В Герарде можно обнаружить и образы птиц, которые традиционно ассоциируются с идеей духа и воскресения, являются символом Святого Духа. А вот козлы, напротив, сопряжены с неверием или судом над грешниками. Это удивительное место в воскресный день наполняется огромным количеством желающих посетить его. А рядом с монастырем можно попробовать и традиционные армянские лепешки – гаты, а также лаваш. Но мы сделаем это в менее примечательном месте и отправляемся туда, где питаются в основном местные жители. Просто сейчас хворост бросили, он пока не загорится, то есть не станет углем. Печь не будет. Но сейчас вот Оказывается, именно по такой технологии делают наш с вами любимый лаваш. И это чудо однозначно лучше есть сразу. Чем горячее, тем вкуснее. Прям прилипли. Но вот, подкрепившись перед долгой и насыщенной дорогой, мы постепенно поднимаемся выше и выше. И вот мы уже у подножья еще одной древнейшей достопримечательности. На сей раз чудо природы, которое было создано благодаря засохшей лаве. Ну что ж, друзья, сзади меня пещера называется Арганов, потому что, если вы присмотритесь, то видно, что все, что это все как клубы органа. Здесь, конечно, живут разные пташечки, разные птички. Даже летучие мыши. Этот пестрый скальный массив расположился в ущелье реки Азат, недалеко от поселка Гарни. В народе эта достопримечательность названа базальтовым органом из-за внешнего сходства с одноименным инструментом. Действительно, этот природный инструмент состоит из парадоксально симметричных шестиугольных и пятиугольных базальтовых колонн высотой около 50 метров. Колонны образовались около 40 миллионов лет назад, когда лава с близлежащих гор стекала в ущелье Гарни. Лава быстро остыла и кристаллизовалась, и вот уже несколько тысячелетий встречает всех желающих взобраться в горы или погулять. Ну а мы поднимаемся выше, к главному месту, которое никак не вписывается в окружающую религиозную и культурную обстановку, но которое было облюбовано правителями Армении.
Я не на даче, я в летней резиденции самых мощных царей Армении, которые здесь были, целых 3 династий. И вот такие здесь живописные виды. Здесь течет та самая вода, вон, которую люди набирают. Это та самая вода, которая была проведена как раз для этих царей. Здесь также находится камень, который гласит о том, что во власть царя, значит, переданы все полномочия, причем на греческом языке. Абрикосовые деревья, огромное количество виноградников, а также чудесный вид на горы. Казалось бы, абсолютно понятно, почему династии Арташесидов и Аршакидов так любили проводить здесь время, приезжая сюда из низовья Фаракса, где жизнь становилась просто невыносимой из-за малярийной жары. Если, дорогие друзья, вы думаете, что я нахожусь в Риме или Афинах, то нет. Сзади меня сооружение, которое находится в Армении, называется Гарния, и это сооружение 1 века. Единственное, что осталось здесь после эллинистов, после римлян, после всех вот этих вот империй, единственное, что осталось здесь в неразрушенном виде, выглядит немножечко вычурно, потому что вокруг со всех сторон, как говорится, справа горы, слева горы, ну а здесь настоящая эллинистическая архитектура. Вот. Также здесь недалеко находятся римские бани и части мозаики, которые до сих пор находятся внутри. Этот храм в Гарне был основан в 77 году и посвящен богу солнца и чистоты Митру. В отличие от других языческих храмов, которые были уничтожены с приходом христианства, этот так и не был разрушен, потому как стал любимым местом отдыха сестры армянского царя Тардата III. Он был только серьезно поврежден во время землетрясения 1679 года, которое уничтожило значительную часть зданий. Руины пришлось разгребать лишь в 1970-х годах, когда советские архитекторы и реформаторы принялись за дело и завершили работу спустя 5 лет. Другим значительным по художественному достоинству и размерам сооружением был двухэтажный дворец, который располагался к западу от храма. Оказывается, я, в принципе, не ошиблась, потому что храм этот греко-римский. То есть он построен греками, но по римскому образцу. И большая часть, конечно, всех этих колонн осталась оригинальной. В нескольких метрах от храма располагаются остатки римской бани, предположительно построенной в III веке нашей эры. Как и полагается такому сооружению, внутри есть холодная и жаркая комната, а также остатки фресок. «Потрудись, ничего не получив», гласит любопытная надпись над головой богов, изображенных в мозаиках бани. Было засыпано землей. То есть земля, видите, где? Это все было по земле. Внимательно изучив это место, направляемся в последнюю точку нашего путешествия – монастырь Сиван-Аванг, или Черный монастырь, который располагается на единственном крупном водоеме Армении – озере Сиван, куда уже приехали толпы и толпы туристов и местных, чтобы освежиться в этот жаркий день. История этого места крайне удивительна, ведь в IX веке около него состоялось великое сражение армянского царя Ашота Железного с арабами во главе с полководцем Баширом, который желал оккупировать армянские земли. Несмотря на то, что Ашот распоряжался малочисленным отрядом с несколькими монахами монастыря, они несколько месяцев героически держали оборону, не давая врагам даже доплыть до острова. А потом дали арабским армиям сражения и победили их. Хотя впоследствии монастырь подвергался бесчисленным нападениям со стороны орды Тамерлана, турков и персов, монашеское братье оборонялось, отбивая все набеги, и монастырь жил вплоть до 1930 года, когда последний монах покинул остров. Сейчас в монастыре снова действует духовная семинария имени Вазгена I. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая красота. Как вы думаете, что сзади меня? Нет, это не морской пейзаж, нет, это не Санторини, это озеро Сиван в Армении. Вот такой пасторальный вид открывается. Ну а с другой стороны 2 церкви 9 века, которые сохранились до наших дней. Позади меня языческий алтарник, который также дошел до времен. И вот такая горная цепочка, горные массивы. Это самое популярное место, куда все приезжают плавать, провести выходной день. На озере наступает закат, ну а мы отправляемся в наш путь домой. Из такой яркой, великой, вкусной и дружелюбной страны солнца с грандиозной историей и добрейшими людьми. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео, ну или сама Армения. А мы поехали дальше. Пока-пока!